Всем привет, Джейсон снова на связи. Сегодня хочу познакомить вас с новинкой от компании Asus. Это материнская плата формата ATX ROG Strix Z690F Gaming Wi-Fi. Сокет LJ1700 для процессоров Intel 12 поколения Alder Lake S. Упаковка выполнена в фирменных цветах и стиле продукции ROG. На обратной стороне размещены характеристики материнки и некоторые из ее особенностей. В комплект поставки входят руководство пользователя и техническая документация, набор фирменных наклеек, диск с драйверами, тканевый брелок, набор пластиковых стяжек для кабелей, внешняя антенна для предустановленного модуля Intel Wi-Fi 6E, 4 SATA кабеля, пара винтов для фиксации M2 накопителей и 3 резиновых проставки для M2 накопителей, у которых модули памяти размещены только с одной стороны. С упаковкой и комплектацией разобрались, переходим к материнской плате. Начну с того, что отверстия для крепления системы охлаждения здесь выглядят вот так, и поэтому совместимы не только с креплением для LGA1700, но и с LGA1200, 1151, 1150, 1155 и 1156. И это, как по мне, отличная новость для тех, у кого уже есть качественный охлад, но нет крепежа под новый сокет. На панели ввода-вывода доступны видеовыходы HDMI версии 2.1 и DisplayPort 1.4, кнопка сброса памяти BIOS к заводским настройкам, кнопка BIOS Flashback, 2 разъема USB версии 2.0, 4 разъема USB 3.2 Gen 1, разъем Type-C Gen 2 со скоростью передачи до 20 гигабит в секунду, разъем Type-C Gen 2 со скоростью до 10 гигабит в секунду и 2 разъема USB 3.2 также со скоростью до 10 гигабит в секунду, один сетевой разъем RG45, разъемы для подключения внешней Wi-Fi антенны, 5 позолоченных аудиоразъемов под 3,5 мм джек и один оптический аудиовыход. Звуковая подсистема построена на базе аудиокодека Realtek ALC4080 и дополнена усилителем Savitec SV3H712, который обслуживает фронтальный выход для наушников. Для установки видеокарты плат расширения доступны один слот PCI-Express 5.0 x16, который имеет металлическое армирование, один слот PCI-Express 3.0 x1 и один слот PCI-Express 3.0 x16. Как вы могли заметить, справа от основного PCI-Express слота расположена кнопка, подписанная как Q-Release, нажатие которой опускает защелку видеокарты, чтобы вы могли беспрепятственно ее изъять. И вот эта кнопка, по моему мнению, должна присутствовать вообще на всех материнских платах, и как минимум она должна была появиться уже лет 10 назад. Я думаю, в этом со мной согласятся все те, кто хоть раз сталкивался с проблемой, когда ты не можешь нормально нажать на защелку видеокарты из-за крупного радиатора от процессорного кулера или бэкплейта самой видеокарты. Наконец-то не нужно будет использовать для этого карандаши, ручки, отвертки, ножи, ушные палочки, зубочистки, пилочки для ногтей, держаки от лопаты и другие неподходящие для этого действия инструменты. Спасибо инженерам компании Asus за это. На нижней части материнской платы находится целая россыпь различных разъемов. Из нужных обычному пользователю здесь расположились 3 4-пиновых разъема для вентиляторов, пара разъемов для подключения устройств с адресуемой RGB подсветкой, пара разъемов для дополнительных USB версии 2.0 и колодка для подключения кнопок и индикации от корпуса. Вот этот декоративный элемент — это не что иное, как фирменная застежка-липучка, но как-то я не уверен в том, что ей кто-то будет пользоваться по назначению. На правой части платы размещен один 4-пиновый разъем для вентиляторов и рядом с ним находится 6 разъемов SATA. Рядом с разъемом основного питания платы находится разъем для подключения высокоскоростного USB Type-C и разъем для двух USB версии 3.2, которые обычно используются для подключения соответствующих разъемов на корпусе. В самом верху правой части размещен набор светодиодов, которые заменяют посткоды, и по ним можно определить проблему при включении, если она вызвана процессором, памятью, видеокартой или загрузочным диском. На верхней части платы нашлось место еще для двух разъемов для устройств с подсветкой, только вот этот плюс 12 вольт для неадресуемой, а этот плюс 5 вольт для адресуемой. Для вентиляторов процессорного кулера здесь имеется два 4-пиновых разъема. Для питания процессора реализовано два 8-контактных разъема в металлической оболочке, и по заявлению производителя они гарантируют пониженное электрическое сопротивление и улучшенное рассеивание тепла по сравнению со стандартными разъемами. И, наконец, еще два 4-пиновых разъема, один из которых для вентилятора, а второй для помпы, расположены практически в самом центре материнки. На плате пользователю доступны 4 разъема для M2 накопителей, и их можно занять накопителями без каких-либо ограничений в плане количества. Все они накрыты радиаторами. На обратной стороне радиаторов присутствуют термопрокладки. Верхний разъем реализован силами процессора, а 3 нижних силами чипсета. Система крепления M2 накопителей безвинтовая. Она уже использовалась в материнских платах Asus на чипсете Z590. Я лично с таким креплением сталкиваюсь впервые, поэтому и вам хочу показать, как оно работает. Все максимально просто и удобно. Устанавливаете накопитель в слот и поворачиваете пластиковый фиксатор. На этом все. Система охлаждения подсистемы питания массивная. Вот эта часть — это пластиковая декоративная накладка, и в которой устроена подсвечиваемая область с логотипом ROG.
Все остальное это алюминий. Радиаторы связаны друг с другом одной тепловой трубкой. В системе питания процессора применяется 17 силовых модулей по схеме 16+1. 16 фаз реализовано для процессорных ядер, плюс 1 для графического ядра. С данной материнской платой Asus мне прислали вот такой 32-гиговый наборчик оперативной памяти DDR5. Чипы здесь Micron, частота 4800 МГц. И еще приехала вот такая черная коробочка с надписью Intel. Давайте смотреть, что в ней. В общем, сейчас вот это вот все добро соберу в корпус. Процессор у нас будет охлаждаться 280 миллиметровой водяночкой. Видяшка будет RX 6700 XT. В общем, собрал все вот это дело в корпус свой, хоть у меня и не влазит сверху 280 миллиметровая водянка, это меня не остановило. Там снимаешь пластиковый фильтр и сверху ее ложишь, и все нормально. Deepcool CL500. Можно установить 280. Вот, пожалуйста. Заскочил до ребят из магазина Delta Digital, попросил у них мониторчик для тестов. В игрушках хочу погонять это добро все. AOC 32-дюймовый 2К. Спасибо ребятам с Delta Digital, всегда тоже выручают. Ссылочки закину в описании там, на Facebook и на страничку. По поводу тестов проца, на ProHiTech уже есть полноценные тесты этого процессора, можете зайти посмотреть. Я для себя хочу посмотреть в Cinebench, что покажет по сингл-кору и мультикору, и по его энергопотреблению посмотреть, и в игрушках, как будет себя вести система. Ну, я думаю, как бы проц мощевый, топовый тут. Вопросов каких-то не должно возникнуть. Итак, Cinebench R23. Тест сингл-кор 1894 балла. По данным HW Info, максимальная температура процессора в тесте была 52 градуса. Максимальное энергопотребление составило 65,7 Вт. Системный блок при этом максимально потреблял из розетки 136,6 Вт. Мультикор 26977 баллов. Максимальная температура процессора достигла отметки 87 градусов, а энергопотребление процессора составило уже 243,7 Вт. Системник из розетки потреблял 374,4 Вт. После 20 минут теста стабильности в AIDA 64 процессор максимально прогрелся до 86 градусов. Потреблял при этом 214,5 Вт. Данные из розетки 342,5 Вт. Игры запускал в разрешении Quad HD, то есть 2560 на 1440 с максимальными настройками графики. И максимально, что я видел по температуре процессора, это 55 градусов. Нагрузка на него при этом не превышала 35%. Так что для игроманов производительности данного процессора будет с избытком. Напоследок мне стало интересно, сколько же максимально потянет из розетки тандем из i9 12900K и RX 6700 XT. И я думаю, что данная инфа вам тоже интересна. Так вот, совместив тесты Prime 95 и FurMark, получаем почти 683 Вт. И в такой ситуации я думаю, что голдовый 750-ваттный блок питания Chieftec Polaris, на котором я все это тестил, наконец-то почувствовал себя одним из самых важных компонентов системы. По температуре проц показал соточку и максимально потреблял при этом 292 Вт. Температура VRM по датчику на материнке не превышала 60 градусов. Хочу немного подытожить по материнке. Asus ROG Strix Z690F Gaming Wi-Fi спокойно может стать основой не только для мощного игрового ПК, но и для высокопроизводительной рабочей станции. У нее продвинутая система питания, хорошее охлаждение компонентов, а также в наличии большое количество слотов, разъемов и современных интерфейсов. Важным плюсом является поддержка и возможность крепления систем охлаждения от двух предыдущих сокетов без дополнительного крепления. Ну и конечно кнопочка Q-Release — это прям то, чего давно не хватает всем материнским платам. Понятное дело, стоит такая плата в сумме с DDR5 оперативкой и процессором Intel 12 поколения на старте продаж будет совсем недешево. Так что если вам не срочно, то я бы потерпел с покупкой. Переходить с 10 или 11 поколения Intel на 12 лично я бы не стал, так как не вижу в этом особого смысла. Честно сказать, я больше жду адекватных цен на видеокарты, чем появления новых процессоров или оперативки. Ну а на этом у меня все. Ссылочки с актуальными ценами на комплектующие, использованные в данном видео, найдете в описании. Не стесняйтесь ставить лайки, делиться своим мнением в комментариях, а также оформить подписку на мой канал, если еще не подписаны. Для вас это пара кликов, а для меня и моего канала это огромная поддержка. Также рекомендую подписаться на мой инстаграм, ссылка на него есть в шапке канала. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, до скорого!